Сари – одинокий подросток, который прожил всю свою жизнь с ангелами в их деревне, которая расположена на горе выше, чем Снуп Дог. Он там единственный человек, и вместе со своим лучшим другом Майком ему нравится исследовать руины. Однажды Сари совершает экстремальный паркинг на краю горы и находит гигантское здание. Это руины, которые он никогда раньше не исследовал, и он планирует посмотреть, что там находится. Двое подростков находят магическое устройство и деактивируют его, чтобы убрать магическую стену, которая мешала им войти внутрь, и уже собираются двигаться вперед, когда строгий голос приказывает им остановиться. Они оборачиваются и видят Ксенриса, дедушку Майка и лидера ангелов, который запрещает мальчикам входить в зону тюленей. Пока Майк недоумевает, почему его дедушка не разрешает им исследовать руины, Сор читает «Небесные летописи», книгу, в которой рассказывается об истории ангелов и люди, и как они когда-то мирно сосуществовали после изгнания сил зла из этого мира. Люди начали поклоняться ангелам, и среди них те, кто обладал талантом, были благословлены силами ангелов и были названы героями, которые защищали людей от бедствий и вели их к миру и процветанию. Сари верит, что книга говорит правду, и руины, которые они видели сегодня, соответствуют описанию столицы ангелов, самого важного места в общей истории людей и ангелов. Майк согласен со своим другом, и несмотря на предупреждение дедушки, он решает собрать деньги, чтобы найти что-нибудь интересное в руинах первого. На следующий день Сори заходит в руины и использует крюк, чтобы перепрыгивать на другие здания, как Человек-паук из Walmart. Затем он заходит внутрь здания и видит величественную фреску, изображающую героя, размахивающего секретным мечом. История сопоставляет фреску со схемой в книге и восклицает, что она точно такая же, как в столице ангелов. После этого он замечает, что на статуе перед фреской надета перчатка с гербом героя. Как раз в этот момент Майк подходит к ней и берет перчатку, словно ревнуя, но признает, что Сари выиграл эту гонку. Внезапно по небу проносятся молнии и раскаты грома, и Сари замечает, что это неестественно, судя по тому, как они разлетаются в разных направлениях. Мальчики бегут в безопасное место, опасаясь, что руна призывает молнию на себя, чтобы избавиться от незваных гостей. Но тут Майк попадает в ловушку. Извини, Майк падает в яму. И как раз перед тем, как они ударяются о землю, Майк призывает свой волшебный посох и использует магию воды, чтобы спасти Извини. Майк аккуратно приземляется и замечает, какой огромной и широкой была дыра, а Извини говорит ему, что его мама все равно в нее не пролезет. Извини оглядывается по сторонам и обнаруживает, что дыра находится внутри храма, поэтому он решает исследовать ее. Вскоре он находит разрушенную платформу и замечает человека среди обломков. Майк не может поверить, что человек может прийти сюда, и он прекращает попытки помочь, потому что его дедушка сказал им держаться подальше от людей. Сори протестует против того, что девочка там внизу, возможно, все еще жива, и Майк называет его простофилией, прежде чем согласиться помочь ему. Сори использует свой абордажный крюк, чтобы спуститься вниз, а затем бежит по невидимому мосту, чтобы добраться до девочки. Майк говорит ему пересмотреть свои действия, но Симпат разбудил женщину-рыцаря, которая была шокирована, увидев его. Извини, он протягивает ей руку, но она не хочет прикасаться к его Симпу, с которым Майк потом бог знает, что вытворяет этой рукой. Внезапно девочка спрашивает Извини, герой ли он, и оба и Майк, и Сори ошеломлены этим вопросом. Он отвечает, что он самый обычный человек, хотя никогда раньше не видел людей. Женщина-рыцарь по имени Алиша была шокирована, услышав это, и спросила его, действительно ли это столица ангелов. Сури говорит, что верит в это, но единственный герой здесь тот, что изображен на фреске. Алиша разочарована и думает, что история героя всего лишь легенда и что мир невозможно спасти. Сори ведет ее обратно в деревню, и Майк предупреждает его, что это плохая идея, потому что он приводит человека в их деревню, где она отказывается назвать свое имя или что-либо еще. Что-нибудь о ней самой. Извини, я считаю, что она неплохой человек, и обернувшись, увидел, что она сильно нервничает. Алиша может видеть только сожаление, но не Майка, который понимает, что его дедушка был прав, когда говорил, что обычные люди не могут их видеть. Когда они выходят из руин, Алиша поражена открывшимся видом и думает, что ей следовало принести сюда свою зеркальную камеру. Они входят в деревню ангелов, и Майк идет сообщить о человеке своему дедушке. Пока Сури стоит рядом с Алишей, туда приходят другие ангелы, и он хочет познакомить их с Алишей. Однако она перебивает его и говорит, что если здесь есть какие-то ангелы, то она просит их о помощи, чтобы спасти мир, который снова поглощает тьма. Ангелы ничего не говорят, не то чтобы она их слышит, но один из них просит прощения, чтобы сказать девочке, чтобы она уходи, пока она не создала проблем. Позже извинения отправляется к Зенрису, который читает ему лекцию об опасностях привлечения сюда людей, но он говорит, что не мог оставить ее беспомощной в руины. Зенрис понимает его опасения, но просит его отправить девочку обратно, потому что люди всегда приносят несчастье ангелам. Сори указывает на то, что он человек и жил здесь мирно, и он рассказывает о том, как в книгах говорится, что люди счастливо сосуществовали с ангелами. Но Зенрис говорит, что это все в прошлом. Вечером Пардон ужинает с Алишей, которая извиняется за то, что напугала его днем, взывая к ангелам. Она не осознавала, что они здесь, и ей кажется, что Пардон подумает, что она шизофреничка. Он не проясняет ее непонимание, а вместо этого расспрашивает ее о ее мире. Она утверждает, что она из Ладлейка, столицы королевства Хайленд. Извини, я слышал название города, в котором была история о священном мече, который мог вытащить только герой. Алиша подтверждает, что у них в городе есть священный меч,
но никто не вытащил игры, достаточно сильные, чтобы вытащить меч. Вскоре Сори читает книгу, пока Алиша засыпает, и ей снится кошмар, в котором демон появляется из огненного торнадо и угрожает поглотить ее. Она просыпается с криком, и Сори бросается к ней. После того, как она успокаивается, она замечает небесные записи в руке Сори и говорит, что эта книга также вдохновила ее путешествовать по миру и исследовать руины. Однако мир сейчас не в том состоянии, чтобы его исследовать, поскольку бедствия следуют одно за другим, и она выжила. Один из них. Она рассказывает ему, как она заблудилась в темном лесу в дождливый день после того, как ее разлучили с друзьями. Она нашла в лесу руины и нашла там убежище, но она никогда не знала, что вместе с ней в руинах было крошечное существо-талисман. Алисия спала в руинах, а утром проснулась и обнаружила фреску с изображением героя, размахивающего священным мечом. Она была поражена и внимательно рассмотрела ее, надеясь, что это приведет ее к истине. Не подозревая о маленьком существе, которое на самом деле было младшим ангелом, следовавшим за ней и подражавшим ее действиям. Алиша прочитала небесные летописи, в которых рассказывалось о столице ангелов. Столица была святым местом, куда могли войти только несколько избранных людей, и им была отведена роль ведущих человечества, как герой. Несмотря на то, что Алисия верила, что эта история была не более чем мифом, она продолжала двигаться вперед, не осознавая, что к ней ползет армия жуков. Младший ангел пытался связаться с ней и предупредить, но она не могла этого видеть. Однако, когда существо использовало свой невидимый барьер, чтобы помешать насекомым напасть на нее, она обернулась и запаниковала, увидев их. Младший ангел использует свою силу, чтобы уничтожить некоторых насекомых, но Алиша была слишком напугана, чтобы что-либо предпринять. Затем существо ударило насекомых о стену, и его сила проделала в ней дыру, заставив Сари понять, что она пустая. Она ударилась плечом о стену и упала внутрь секретной комнаты. Она обнаружила, что спускается с водной горки, которая привела ее к бассейну. Однако вскоре Алиша обнаружила, что бассейн был необычным, так как в нем была антигравитационная вода, и он находился на крыше коридора. Как только Алиш появилась из воды, она упала лицом вниз в коридор и потеряла сознание. Вскоре она очнулась и нашла выход, который привел ее к гигантскому водопаду. Прямо перед собой она увидела дерево, а рядом с ним небольшой каменный столб с изображением героя. Когда она проверила это, столб начал двигаться сам по себе и достиг места, где было много солнечного света. Гребни на столбе засияли, а земля задрожала, когда вода расступилась и образовался туннель, который привел Алисию в руины. Она долго блуждала, а потом пришла к гигантскому храму, где статуя внезапно выстрелила молнией в платформу, на которой она стояла, и отправила ее в руины. Она упала на пол там, где ее нашел Сори. Алиша утверждает, что она поверила в легенды и приехала сюда, чтобы найти ангелов, но оказалось, что это всего лишь миф. Пока Сари размышляет над ее словами и задается вопросом, может ли он сказать ей правду, Алиша выходит на улицу и плачет, в то время как Зенрус и другие ангелы присматривают за ней. На следующее утро Сари находит Алишу спящей в ненакинутой на нее шали и понимает, что она понравилась ангелам. Затем Сари отводит ее к руинам и показывает впечатляющую фреску и перчатку с гербом героя. Он говорит ей, что ангелы и герой реальны, а не просто сказка, и однажды герой прибудет, чтобы спасти мир. Он рассказывает о своей мечте о мире, где люди и ангелы будут жить вместе. Сори просит Силезию поверить в то, что их мечты сбудутся, и дарит ей перчатку, чтобы вселить в нее надежду. Скоро Алише придет время уходить, и она с сожалением прощается с ней. Сделав несколько шагов, она оборачивается и наконец называет Сори свое имя, извиняясь за то, что держала это в секрете от своего спасителя. Затем Алиша подходит к нему и говорит, что она не могла видеть или слышать ангелов, но она определенно чувствовала их присутствие в деревне и может ощущать их присутствие даже сейчас. Сор лишился дара речи, и Алиша сказала ему, что скоро состоится испытание священного меча, предложив ему принять в нем участие. Она утверждает, что первоначальным героем должно быть был человек, похожий на Сори, поэтому она отдает ему перчатку, говоря, что он этого заслуживает. Как только Алиша выходит за пределы деревни, Земрус замечает, что в дом пробрался незваный гость. Он вскакивает и занимает позицию, которая дает ему лучший обзор, но ничего не находит, поэтому он велит всем быть настороже и рассредоточиться на поиске незваного гостя. Сари и Майк тоже присоединяются к поискам, и когда они видят вдалеке вспышку голубого пламени, они бегут к ней. Они обнаруживают, что человек с лисьими ушами уже победил одного из них. Фокси рад видеть, что еще двое приятелей по игре, а также Сори и Майк достают оружие. Они говорят ему, чтобы он уходил, пока они его не заставили, но он только смеется и издевается над ними. Сори бежит к нему, но Фокси бросается на него с огромной скоростью, ошеломляя его своими быстрыми движениями. Он хватает Сори за горло, проталкивает его сквозь стену, а затем уводит вглубь леса, где выбрасывает прочь. Фокси собирается поднять руку и выбить из Сори все дерьмо, но в последний момент он уклоняется от этой атаки. Фокси снова бросается на него, но Майк подоспевает, чтобы поддержать своего друга, и стреляет в Фокси из водяного пистолета. Он уклоняется от атаки, а Майк продолжает стрелять самонаводящимися пиками-сосульками. Фокси тоже уклоняется от них, а затем прыгает за Майком, намереваясь прикончить его первым. Прости прикрывает его и наносит мощный удар в живот Фокси, от которого тот отлетает и врезается в стену. Несмотря на атаку, он остался невредим. Но затем настоящий босс Ксенрис
совершает стремительный бросок и дает Фокси последний шанс убежать. На этот раз он соглашается, говоря, что не хочет тратить время на гарниры, когда может съесть основное блюдо перед побегом. «Извини», затем извиняется перед Зенрисом, полагая, что захватчик узнал об их деревне, потому что впустил Алисию. Однако Майк и Зенрис считают, что в нападении не было ни сожаления, ни вины Алиша. Ночью сожаление вспоминает, что Фокси сказал о главном блюде, и понимает, что он, должно быть, преследовал Алишу с самого начала. Он бросается спасать ее и извиняется перед своими друзьями за то, что оставил их, ничего не сказав, но Майк тут же оказывается рядом с ним, так как планирует присоединиться к нему на его путешествие. Сори застигнут врасплох и спрашивает его, почему он хочет это сделать. Майк отвечает, что если Фокси охотится за Алишей, они должны помочь ей, и извинений для этого будет недостаточно. Затем он показывает кинжал, который он нашел в руинах и который Алиша потеряла во время своего исследования. На кинжале изображен герб королевской семьи Елены, что означает, что Алиша была не обычным рыцарем, а принцессой, и они должны помочь ей. Сор счастлив узнать, что его лучший друг едет с нами, а Майк краснеет, когда говорит, что не может позволить, чтобы Мэйв была идиоткой. Вышел в мир один. Они отправляются в мир людей, и Майк передает сообщение от своего дедушки, в котором просит Сори идти своим путем и жить своей жизнью в полной мере. Скоро они прибудут в мир людей, и когда взойдет солнце, глаза Сори заблестят от удивления, когда он увидит это чудесное зрелище. Сори и Майк путешествуют по окрестностям, пока наконец не доберутся до города Лагилик. Они видят огромную толпу, въезжающую в город, и будучи деревенскими жителями, они поражены огромным количеством людей. Пока Сари наблюдает за переворотом, к ним подходит рыжеволосая торговка и помогает ему пересечь ворота, потому что она понимает, что он новичок, который не привык к дороге о жизни в городе. Узнав, что у него нет прошлого, чтобы попасть в город, она предложила другой способ, которым он мог бы воспользоваться, чтобы быстро попасть в город. Она рассказала ему о своем торговом караване под названием «Воробьиные перья», у которого есть бесплатные визы во все страны и города. Она помогла Сори пройти через ворота по своему пропуску, а затем попросила у него денег. Именно тогда Сори узнал о деньгах и сказал, что у него ничего подобного нет. Рыжеволосая ему не верит и начинает рыться в его сумке, где находит кинжал с королевским гербом. Сори отказывается отдать его ей, утверждая, что он должен кому-то его вернуть, и рыжеволосая понимает, говоря, что Сори теперь у нее в долгу. Вскоре Сори и Майк въезжают в город и поражаются его праздничной атмосфере. Сори благодарит рыжеволосую девушку перед тем, как она уходит по делам, но когда он поворачивается к Майку, то обнаруживает, что у него начинается инсульт из-за присутствующей здесь злой ауры. Оказывается, это было нечто большее, чем просто проявление его интровертной натуры, которая становится лучше, как только он отдаляется от людей. Именно в этот момент Сори замечает Фокси на рынке. Фокси бежит, изображая Паркера, по городу, а Сори следует за ним и, наконец, настигает его. Он требует объяснить, почему Фокси охотится за Алисией, на что тот отвечает, что заключил контракт на ее убийство. Однако он обнаружил, что вокруг принцессы всегда происходят забавные вещи, поэтому он отказался от идеи убить ее. Но это означает только то, что сейчас ее преследуют другие люди, и он просит Сори повеселиться, защищая девочку, прежде чем сбежать. Скоро Сори и Майк встанут в очередь на ритуал священного меча, и к тому времени, когда они войдут в храм, ритуал уже подойдет к концу. Алиша и ее учитель присутствуют там вместе с другими членами совета. Священный меч из легенд вмурован в скалу, а у его подножия спит беловолосая красавица. Только Сори и Майк, кажется, замечают ее и понимают, что она ангел, подаривший священный меч первоначальному герою. Сильный маг выходит вперед, чтобы поднять клинок, но пока он борется и терпит неудачу, беловолосая женщина просыпается, чувствуя сильную злую ауру, поднимаясь из зала. Затем учитель Алиша заявляет, что их страна не могла проводить это испытание в течение последних нескольких лет из-за государственного всего мира. Но на этот раз они смогли это сделать благодаря принцессе. Пока люди аплодируют ей, один из членов совета недоволен, и его взгляд прикован к наемному убийце, которого он нанял, чтобы расправиться с принцессой. После ночи, когда он попробовал свои силы, у него ничего не вышло. Алиша выходит вперед и говорит людям, что их королевство сейчас в очень плохих отношениях с соседями, и война может начаться в любой момент. Она утверждает, что большинство людей думают, что она организовала судебный процесс, чтобы поднять моральный дух общества перед войной, но она этого не хочет. Алиша заявляет, что хочет достичь мира и гармонии со своими соседями, поэтому она не планирует нападать на них, пока они не нападут 1 числа. Ее заявление не приветствуется аудиторией, которая боится и паникует из-за войны, глупого отношения своего лидера и злой ауры, окружающей этот район, становится все плотнее. Майк и беловолосая девочка чувствуют это, а потом внезапно наступает темнота, и все факелы вспыхивают синим пламенем. Окна затянуты тьмой, и зловещая аура стекается к центру, образуя гигантский пузырь, который лопается, открывая призрачного дракона или демона. Демон летает вокруг, разрушая храм и поджигая его. Но когда он устремляется к священному мечу, его энергия отталкивает его. Так что Рэй понимает, что есть только один способ остановить демона, и бежит к мечу, выкрикивая имя Алиша. Он чуть не попадает под хвост демона, но благополучно добирается до нее. Способность активирована, и все в панике, потому что они даже не знают, что их поразило, так как они не могут видеть демона. Сари подбегает к мечу и женщине, стоящей перед ним, и представляется ей. Он просит ее сделать что-нибудь с демоном с помощью ее силы, но женщина отвечает, что только герой может очистить его. Увидев, как он разговаривает с пустым воздухом, Алиша понимает, что он действительно
может видеть ангелов, но прежде чем она успевает спросить его об этом, на нее нападает убийца. Алиша уворачивается и блокирует атаки, но у убийцы ловкость выше, чем у нее, и он побеждает ее. Учитель Алиши хочет помочь ей, но главный заговорщик, стоящий за убийством, канцлер Барт Лоуэлл, говорит ей помочь другим людям эвакуироваться. Сари разрывается между попытками помочь Алише и спасти всех, и, будучи простаком, он выбирает первый вариант. Однако Алиша кричит на него, чтобы он остановился, и говорит ему сделать что-нибудь с демоном, так как больше никто не может это сделать. Сари идет к священному мечу, и женщина говорит, что поскольку он может видеть ее, у него есть необходимые качества, чтобы стать героем. Однако, она не собирается позволять ему владеть мечом, пока он не расскажет, зачем ему нужна эта сила. Так что сначала он спрашивает у женщины ее имя и узнает, что ее зовут Лейла, а затем рассказывает ей о своей мечте исследовать руины по всему миру. Он хочет использовать знания, полученные из руин, чтобы еще раз посеять вражду между людьми и ангелами, и победа над демоном приблизит его к цели. Его мечта – достичь вечного мира. Произнеся свою речь, он протягивает руку к мечу, и как раз в тот момент, когда он собирается прикоснуться к нему, от него исходит яркий свет, и время останавливается. Сари задается вопросом, не это ли люди называют отсылкой к Джоджо, но затем он слышит голос Лейлы, исходящий от меча. Она говорит ему, что герой, вероятно, самый одинокий человек в мире, который должен принимать мучительные решения и рисковать стать ненавистным людям даже после того, как спас их. Сор отвечает, что он не против пройти этот трудный путь, если сможет защитить всех присутствующих здесь. Он держит меч, и на его руке появляется герб героя. Он вынимает меч из камня, и время снова начинает двигаться. Сари излучает золотистую ауру, и когда демон нападает на него, он остается невозмутимым. Он бросается к призрачному дракону, с легкостью разрубает его, а затем приземляется на землю, демонстрируя свой боевой костюм Геншина и гигантский пылающий меч. Все ошеломлены, увидев его, а затем рядом с ним появляется дух Лейлы, говорящий ему использовать ее силу, чтобы победить демона. Сари направляет свою силу пламени через меч и одним взмахом испепеляет демона. Тьма исчезает вместе с поражением монстра, и огонь во встроенном оружии тоже гаснет. После этого рана возвращается в нормальное состояние, а меч исчезает и входит в его тело. Пока все смотрят на него с недоверием, убийца, покушающийся на жизнь Элис, убегает незадолго до того, как рана теряет сознание. 3 дня спустя Сори просыпается в доме Алиши и находит рядом с собой Майка и Лейлу, которые говорят, что он слишком устал из-за направления энергии меча, и у него случился приступ. Высокая температура, пока он был без сознания. Сори узнает, что Алиша спасла его, и сразу же понимает, что ее жизнь тоже была в опасности. Когда он спрашивает о ней, она заходит в комнату и выражает свое облегчение, увидев, что с ним все в порядке. Они плотно позавтракали и поблагодарили друг друга за спасение их жизней. Алиша утверждает, что ее сердце учащенно забилось, когда она увидела, как он вытащил свой меч и победил монстра, и в благодарность за это она приготовила подарок. Сор одет в костюм героя, уменьшенную версию его костюма горячавки. И все девочки хвалят его, а Майк говорит, что это все равно, что накрасить свинью губной помадой. Пока Сор припирается с ним, Алиша удивляется и спрашивает его, есть ли здесь ангелы. Сури говорит, что они здесь, и он представляет ей Майка и Лейлу. Алиша утверждает, что в глубине души она всегда знала, что однажды Сари станет героем, и считает, что все остальные бесполезны, потому что они не могут видеть ангелов, даже когда они находятся прямо перед ними. Лейла хочет сказать Алише, что она не бесполезна, поэтому она просит Сори подержать ее за руку, чтобы она могла активировать его способности для передачи данных. Сори держит Алишу за руку, пока Лейла говорит с ней, но ничего не происходит, и тогда она просит его закрыть глаза для лучшего результата. Даже тогда ничего не происходит, и Майк говорит, что Сори не может сосредоточиться, потому что он держит девушку за руку в первый раз в своей жизни. Лейла просит Сори усилить сенсорные блоки и просит его тоже задержать дыхание, пока она закрывает ему уши. Когда она разговаривает с Алишей после этого, она может слышать ее голоса и даже голоса Майка. Затем Лейла говорит Алише, что ангелы могут заглядывать в сердца людей, и те, кто пренебрегает ими, начинают излучать злую ауру и приносить бедствия, но она никогда этого не делала. Они наслаждаются моментом, но потом Пардон останавливает их и начинает тяжело дышать, потому что больше не может задерживать дыхание. Он спрашивает Лейлу, что должен быть лучший способ сделать это, и она отвечает, что если он сможет овладеть своими способностями героя, то никаких сенсорных блоков не будет. Быть обязанным. Сари воспринимает это как хорошую новость и думает, что если он будет усердно работать и доведет свои навыки героя до максимума, то сможет донести голос ангела до каждого. Однако Лейла считает, что это невозможно, поскольку у Алиши был врожденный талант распознавать ангелов. Как раз в этот момент Алиша получает вызов из дворца, и Лейла предлагает Сари тем временем осмотреть достопримечательности. Они вместе катаются в экипаже, и Сари видит на улицах знак героя. Алиша говорит, что люди веками ждали возвращения своего величайшего героя, и это их способ поприветствовать его. Сари становится не по себе, когда он думает о сокрушительной волне ожиданий, а затем Алиша высаживает его и 2 ангелов у ворот дворца, где он получает очередной приступ слабости. Лейла объясняет, что причиной его внезапной слабости является аура зла, и Сари тоже теперь это видит. Она говорит ему сконцентрироваться и выяснить ее источник, и Сари, сосредоточившись, обнаруживает ауру зла, исходящую от разрушенных ворот. Он начинает привыкать к ауре зла и решает зайти внутрь, чтобы увидеть ее источник. Сари находит в руинах пустую стену, которая представляет собой что-то вроде запечатанной
двери с двухфакторной аутентификацией. Майк находит первый ключ, но затем открывается другой замок. Лейла спрашивает мальчиков, откуда они так много знают о руинах, и они отвечают, что это было единственное развлечение, которое у них было в деревне. На втором замке изображен герб королевской семьи Хайленда, и Сари понимает, что забыл вернуть ей кинжал Алиш, так что они могут использовать это как ключ. Он помещает герб поверх печати, которая открывает волшебную дверь, соединяющую стену. Они входят в темный коридор, где автоматически зажигаются факелы, когда они проходят перед ними. Вскоре они выходят на открытое пространство с более сильной аурой зла, и Сари застигнут врасплох, увидев статую дракона. Он знает, что драконов называют символом несчастья и воплощением бедствия, и если человек создает статую одного из них, он с таким же успехом может быть драконом, поклоняющийся дьяволу. Сари задается вопросом, не является ли статуя источником злой ауры, но Лейла считает, что это что-то другое. Именно в этот момент они ощущают активность над головой и поднимают глаза, чтобы увидеть призрачного демона летучую мышь. Он нападает на группу, разделяя их, и когда Майк использует против него свою ледяную атаку, он разлетается на более мелкие летучие мыши. Лейла подает Сору сигнал приготовиться, и он использует свою силу, чтобы разрубить летучих мышей своим мечом. Лейла также поддерживает его, используя взрывоопасные талисманы, и раздраженные этим, летучие мыши объединяются, чтобы снова стать гигантским демоном. Они нападают на Майка, и Сари бросается спасать его, но понимает, что справиться с гигантской летучей мышью слишком сложно. Лейла просит его разбить ее на летучих мышей поменьше, чтобы она могла очистить их всех своим пламенем. Сари бросается на демона и разрубает его на мелкие кусочки, которые превращаются в летучих мышей, а Лейла разбрасывает по комнате свои талисманы, чтобы использовать свой мощный навык огненный вихрь, который уничтожает контроль злой ауры у летучих мышей. Летучие мыши возвращаются в нормальное состояние и улетают, и Сари рад, что они победили. Лейла проверяет его здоровье и говорит ему, что он может использовать сверхъестественную силу, которую он получает от ангелов. Но заключение контракта с ними приведет к стрессу для его организма. Она говорит ему, что если он когда-нибудь почувствует себя обремененным из-за нее, она может войти в него. И демонстрирует это, превращаясь в свою духовную форму и входя в его тело. Сария не выдерживает и зовет Лейлу обратно, но затем Майк напоминает им, что злая аура еще не исчезла, и ее истинный источник, похоже, находится глубоко внутри. Вскоре они входят в темную и обшарпанную комнату. Лейла зажигает свет, и Сари приходит в ужас, когда видит скелеты и цепи, из-за чего он понимает, что это была своего рода комната пыток. Майк тоже испытывает отвращение, и Лейла с грустью объясняет, что эти руины были созданы предыдущими королями королевства Хайленд. Люди, которые восстали против правительства, пропали без вести, как это происходит в Китае и России, а затем их привезли сюда и тайно казнили. Их тела со временем иссохли, но теперь их ненависть превратилась в ауру угря и порождает демонов. Сури в ужасе, но он испытывает облегчение, узнав, что по крайней мере Алисия не причастна ни к какой из этих жестокостей. Лейла заявляет, что привела его сюда, чтобы рассказать о последней роли героя, которая заключается в уничтожении повелителя бедствий, который является источником всего зла аура и создатель злой ауры. Его злая аура настолько сильна, что может привести мир к гибели, а Сари еще недостаточно силен, чтобы противостоять ему. Вот почему Лейла просит его попутешествовать по миру и найти причины, по которым он должен защищать мир, становясь при этом сильнее, чтобы встретиться лицом к лицу со своим последним врагом. Извини, это звучит напряженно, но Майк советует ему не думать слишком много об этом с его пустым мозгом. Именно в этот момент они чувствуют, как комната наполняется водой, и Лейла понимает, что здешняя аура зла испортила даже часть озера. Она говорит своим друзьям убегать, как раз в тот момент, когда извергаются фонтаны темной воды и крыша трескается из-за них. Майк использует свою ледяную магию, чтобы заморозить воду и создать шанс убежать, но лед достаточно быстро тает, и они обнаруживают, что даже главный зал затоплен. Один из фонтанов с водой сбивает Сорию, который теряет равновесие, чуть не ударяется головой о статую гигантского дракона, но Майк и Лейла объединяют свои силы, чтобы спасти его. Они выбегают наружу, надеясь, что там будет безопасно, но обнаруживают, что там бушует ужасная буря. И Лейла указывает вверх, говоря, причиной этого является сильная злая аура. В центре города бушует ужасный темный торнадо, и хотя Сари и его друзья ошеломлены, увидев это, они также полны решимости остановить это. Однако торнадо не самое страшное из их опасений, поскольку они могут видеть силуэт дракона внутри него. Торнадо меняет направление и направляется к королевскому дворцу, где Алиша остолбенела, увидев это. Она зовет своих охранников, чтобы те позволили мирным жителям укрыться во дворце, когда ее учитель замечает Сори, стоящую перед торнадо. Майк говорит ему, что они не могут остановить это и зря потратят свои жизни, стоя перед драконом, но Сури не хочет, чтобы Алиша была в опасности. Пострадал. Однако дракон внезапно улетает, и торнадо рассеивается, после чего погода возвращается в нормальное русло. Лейла все еще потрясена. Она говорит, что никогда не ожидала увидеть здесь дракона, и что было еще более ужасающим, так это то, что он, казалось, был соткан из злой ауры. Скоро Алиша прибежит поблагодарить Сари, и там тоже соберутся жители города. Они верят, что герой прогнал дракона, и начали болеть за него, не давая ему возможности объясниться. Как раз в этот момент туда прибывает канцлер Бартлоу, интриган, и просит Сари присоединиться к нему за ужином, так как он хочет должным образом отблагодарить его. Алиша не поддерживает эту идею,
потому что чувствует, что Бартлоу хочет манипулировать героем, но Сари может думать только о бесплатной еде. Поэтому он соглашается имитацию и просит ее стать его +1. Позже они возвращаются в ее особняк, но по дороге Сори видит разрушения, вызванные торнадо, и просит Алишу ненадолго остановить карету. Они выходят на улицу, потому что Сори заметила, что аура зла становится все сильнее, и Лейла говорит, что у них осталось совсем немного времени, прежде чем она полностью исчезнет. Наводняет город. Вскоре они добираются до дома канцлера, но тамошняя служанка не пускает Алишу с Сори, говоря, что ее позвал кто-то другой. Немедленно к королю. Она сопротивляется, но не может двигаться самостоятельно, так как в этом замешан король. Затем Сори встречается с Бартлоу, который расспрашивает о его отношениях с Алишей, и Сори рассказывает, что они друзья. Старик утверждает, что тоже хочет с ним подружиться, и предлагает ему выпить. Майк советует Сори быть осторожнее с бесплатной едой и проверять ее на наличие яда, но узнав, что она безопасна, он позволяет Сори выпить ее. Затем Бартлоу спрашивает его о его планах, и Сори рассказывает, что он планирует победить дракона первого, потому что, убив его, он может сделать один шаг вперед, на пути к миру. Ночью, пока Сори мирно спит, Майк приглашает Лейлу на приватную беседу, потому что он, кажется, потерял чувство цели после того, как его лучший друг стал героем. Он спрашивает Лейлу, что ты должен сделать, чтобы помочь Сори сейчас, и она говорит ему отправиться на север и найти древние руины, в нем хранятся легендарные артефакты, похожие на священный меч. Она верит, что он сможет помочь Сори, если найдет этот артефакт, и Майк отправится на поиски в одиночку. Утром, когда Сори понимает, что Майк ушел, он впадает в панику, но затем успокаивается, думая, что у его лучшего друга должна быть какая-то веская причина уйти, не сказав ему об этом. Он решает сделать то, что должен, и отправляется в погоню за драконом. Затем он встречает Алишу, которой король приказал помочь городу, страдающему от чумы. Она решает присоединиться к своему отряду в качестве телохранителя и сопровождает ее в соседний город. Во время перерывов она рассказывает ему, что когда дракон первый появился перед людьми, появилась легендарная гора Рафак. Похоже, что она как-то связана с драконами, и именно поэтому он должен отправиться туда, чтобы найти подсказки. Они путешествуют по странному лесу, где живет волшебная медуза с щупальцами. Алиша уверяет Сари, что они нежные создания, но по ночам эти существа нападают на их лагерь. Однако Сари и Лейла могут увидеть его истинную форму и понять, что это демон, вселившийся в тело монстра с щупальцами. Сари бросается на монстра и поражает его своим мечом, очищая его одним ударом. На следующий день Алиша говорит Сури, что город, в который они направляются, страдает от ужасного случая чумы, и врачи, присланные из Капитолия, вряд ли смогут им сильно помочь. Затем она расспрашивает Сури об истории его жизни, и он услышал, что старик Зенрис спас его от большого пожара и усыновил. Он говорит, что, по словам Зенриса, ангелов всегда можно было увидеть и услышать, и Алиша хочет узнать о них побольше. Сари цитирует то, что он прочитал в небесных летописях, и говорит, что ангелы не всемогущи и могут управлять одним из 4 основных элементов, а именно землей, водой, огонь и воздух. В древние времена люди могли видеть и слышать их, но затем они перестали почитать их и потеряли способность взаимодействовать с ними. Вскоре люди начали воевать друг с другом, и эпоха хаоса привела мир к его нынешнему состоянию. Вскоре их пути разошлись, и Сори направился к горе Рафак, а Майк в это же время после долгого путешествия добрался до руин. Они оба помнят, как всегда были неразлучны и мечтали вместе исследовать все руины мира. Майк засыпает у ворот руин, а когда просыпается на следующее утро, то видит их величественный вид. Он подходит к полузатопленным руинам и ныряет, чтобы войти в них. Он достигает центра руин и находит величественный лук. Но как раз в тот момент, когда он собирается взять его, на него нападает стая демонов, похожих на насекомых. Он отбивается своим посохом, но мало что может сделать и отступает, к счастью, соприкасаясь с луком и набирая его силу. С помощью этой силы он уничтожает демонов и решает немедленно вернуться в Сари. Вернувшись на место, где находится Сари, он и Лейла поднимаются на гору. Но аура зла становится все гуще, из-за чего у него возникают проблемы с дыханием. Как раз в этот момент они слышат громкий хлопок, и к ним приближается зонд. Пока Сори недоумевает, что происходит, девочка с огромной скоростью падает с горы, и, к счастью для нее, Сори оказался на пути ее движения. Он принял на себя удар от ее падения и каким-то образом сумел удержаться на ногах. Но вместо того, чтобы поблагодарить его, девочка призывает его не приставать к ней. Лейла узнает в девочке ангела Эдну, но когда они произносят свои приветствия, демон-орк нападает на них со своей шипастой булавой. Сари едва успевает увернуться от его сокрушительного удара, а затем Энна использует свою магию земли, чтобы отправить демона в полет. Она опускается на землю и говорит, что была здесь во время обычного патрулирования и никак не ожидала встретить здесь столько нежеланных гостей. «Извини», благодарит ее, но она говорит ему, что еще слишком рано для этого, так как демон все еще жив. «Извини» бросается на монстра со своим пылающим мечом, но его атаки не оказывают на него никакого эффекта. Демон вот-вот отправит его в полет, но тут Лейла прикрывает его своей огненной магией. Ее атаки также не оказывают никакого эффекта на монстра из-за густой злой ауры,
но затем таинственный стрелок стреляет в него, и демон падает, обожженный синим пламенем. Все это рассеивается, и Сори задается вопросом, что же только что произошло, когда стрелок выходит вперед и говорит ему, что он был довольно жалким героем. Лёли опознает в темнокожем мужчине ангела Хави, который владеет особым артефактом, способным убивать демонов. Сарай противостоит ему, говоря, что не было необходимости убивать демона, если бы они могли очистить существо внутри него. Но Хави смеется, говоря, что иногда смерть — это единственный выход. Спасение. Эдна велит Хави убираться восвояси, но он говорит, что не уйдет, пока не убьет свою цель. Именно в этот момент Пардон чувствует, что что-то приближается, и аура орла вокруг них начинает усиливаться, когда земля сотрясается. Дэвид говорит, что дракон, на которого он нацелился, уже здесь, и, конечно же, дракон летит к ним и ревет. Эдна зовет своего брата, и Ксавье говорит потрясенному Пардону, что дракон на самом деле старший брат Эдны и его бывший лучший друг. Дракон начинает приближаться к ним, и Пард говорит, что они должны очистить его, так как он изначально ангел, но дракон почти давит его своими ногами. 16-й спасает его в последний момент и говорит ему, что полностью проявленные драконы не могут быть очищены, и Лейла и Эдна также поддерживают его заявление. 16-й говорит, что сейчас он убьет дракона своими руками, но прежде чем он сможет выстрелить в него, Эдна воздвигает между ними каменную стену, прося его сделать это. Оставь ее брата в покое. Ее брат-дракон нападает на нее, но прости спасает ей жизнь. Ксавьер стреляет в дракона и говорит прости, чтобы она забирала Эдну и убегала. Прости увозит ее в безопасное место, но Эдна по-прежнему отказывается благодарить его и снова называет растлителем, прежде чем спросить, почему он здесь оказался. Он рассказывает ей о драконе, который напал на город, но Эмма говорит, что это был не ее брат. Сари знает это, и он говорит, что просто хотел добраться до горы, чтобы узнать правду о драконах, так как это могло бы помочь ему понять, почему мир в последнее время рушится. Эдна говорит ему, чтобы он уходил сейчас, когда ее считают драконом, но Сари говорит ей, что хочет найти способ спасти ее брата любой ценой. Она называет его идиотом, но затем говорит ему, что ее брат любил людей и однажды уехал, чтобы посетить их город. Но когда он вернулся, он был драконом. Она думает, что он провел с ними слишком много времени и был заражен их злой аурой, которая превратила его в монстра, от которого невозможно избавиться. Однако Сари говорит ей, что мир полон тайн, и они могут просто наткнуться на способ очистить и дракона тоже. Она тронута его словами, но потом замечает, что борьба между Хави и Айзеном в самом разгаре. Хави пропускает все свои удары по дракону, который поражает его своей превосходящей силой и способностью дышать огнем. Эдна беспокоится о своем брате, но Хави говорит ей держаться подальше, потому что он больше не помнит ни ее, ни что-либо еще. Сари решает, что должен что-то сделать, даже если это бессмысленно, и просит Лейлу вложить в это все свои силы. Он переходит в свой высший режим и бросается на дракона, чтобы разрубить его своим пылающим мечом. Когда Сари обрушивает на дракона шквал огненных атак, Эндер вспоминает о ее брате. Когда дракон одолевает Сори и сбивает его с ног, она подходит к дракону и просит его остановиться. Она просит своего брата вернуться к ней, но дракон одним взмахом хвоста отправляет ее в полет, а затем готовит для нее огненный шар. Сари бросается спасать ее, но внезапно дракон прекращает атаку и улетает, не причинив Эдне вреда. Испытывая облегчение от того, что ее брат помнит о ней, Сари разговаривает с Хавидом, который также признает, что не все надежды потеряны. Он решает отправиться в путешествие, чтобы найти способ очистить своего друга-дракона, но просит Эдну позвонить ему, если она когда-нибудь захочет убить своего брата. После этого Энна просит Лейлу подготовить для нее контракт субординатора, который позволит ей помочь Сори, чтобы они могли найти способ помочь ее брату. Сори с радостью принимает ее помощь и заключает с ней контракт. Сори, Эдна и Лейла отправляются в свое путешествие, и ночью Сори заявляет о своих намерениях посетить королевство Роланд Снекс, потому что, согласно небесным записям, там раньше поклонялись драконам как божествам. Эдна говорит, что мир не такой, как в книгах, но у нее нет проблем сопровождать его, если они смогут найти какие-то подсказки, чтобы спасти ее брата. После этого Лейла спрашивает Сори, что для него значит очищение, и он задается вопросом, что это за глупый вопрос. Лейла говорит ему, что важно иметь свой собственный образ очищения. В противном случае, если он продолжит сражаться с демонами, на него распространится аура зла. Она предлагает тебе развить воображение, и чтобы помочь ему в этом, она использует талисман, чтобы встряхивать костер, как демон. Лейла просит прощения очистить его и найти ответ, и он разрубает огненный манекен. Его атака не имеет никакого эффекта, и огонь возвращается к своей гуманоидной форме снова и снова, пока Лейла не возвращает его в нормальное состояние. Сори говорит, что это слишком сложно, но Лейла считает, что хотя потенциал Сори как героя довольно высок, его главная мотивация — помогать людям, что делает его более привлекательным. Его силы ослабли, и, возможно, Майк смог бы лучше помочь ей в этом состоянии. На следующее утро Назари и девочки спустились с горы. Они обнаружили, что их поджидают двое солдат Алиши. Они рассказали им об ужасном шторме, который разрушил мост, по которому им пришлось идти, чтобы помочь больному городу. Алиша беспокоилась о людях, которые нуждались в ее помощи, поэтому она нашла другой мост на некотором расстоянии и бросилась к нему. Но после
того, как они преодолели некоторое расстояние, погода внезапно изменилась, и когда Алиша повернула назад, она заметила, что грозовые тучи застыли на своем месте, словно по воле случая. Волшебство. Вот почему она пошла вперед, чтобы доставить лекарство, и оставила 2 солдат, чтобы сообщить об этом Пардону. Парт одолжил лошадь и поскакал вперед, только чтобы обнаружить, что ужасная буря на самом деле была вызвана демоном. Вскоре Парт добрался до учителя Алиши и рыцарей, которых унесло ветром, и Лейла поняла, что демон, похожий на королевскую кобру, может управлять погодой. Она вызвалась защищать здешних людей, и Парт может объединиться только с Эдной. Она наделяет его своими способностями и переодевается в его костюм 2-го Геншина, в котором присутствует элемент земли. Он бросается на змею и наносит ей удар, но затем змея контратакует магическими ударами. Сари уклоняется от некоторых из них и блокирует последние, решив очистить монстра прямо сейчас. Однако, прежде чем он успевает что-либо сделать, в демона попадает красная молния, и дракон атакует его с неба. Эдна говорит ему, что дракон сейчас всего лишь щенок, и поскольку он не является полноценным демоном, его можно очистить. Сари решает очистить его и использует змею в качестве базы, чтобы броситься на щенка дракона, который улетает, а Сари падает на круг. Он расстроен, что не смог очистить детеныша дракона, но по крайней мере змее позаботились. Позже Сари узнает от учителя Алиши, что дракончик полетел в сторону города, куда направлялась Алиша, и он хочет спасти ее. Он спрашивает Эдну, может ли она создать мост, используя свою магию земли, но она говорит, что это будет невозможно, пока не спадет наводнение. Это произойдет очень скоро, и Сор ударяет кулаком по земле и дает ей множественный стояк, создавая временный ступенчатый мост. На другой стороне Майк находит маленького ангела, за которым гонится разъяренное демонизированное дерево, пока он отдыхает, поэтому он стреляет в дерево, чтобы защитить маленького парня. Дерево не получает большого урона от атак Майка, поэтому он решает выстрелить в него еще раз. Однако младший ангел понимает, что ему нужно больше огневой мощи, поэтому он использует свой уникальный навык, который усиливает способности Майка, и одной стрелой отправляет демонизированное дерево в полет через лес. Младший ангел устал, и позже, когда он пил воду из ручья, он представился как Атук. Он утверждает, что Майк – мудрый молодой человек, который, несмотря на свой возраст, знает о младших ангелах и Нормане. Он утверждает, что нормандские ангелы присматривают за деревнями, и в прошлом их было много, которые помогали соединять людей и обычных ангелов, но сейчас все они рассеяны. Майк благодарит Аксука за то, что тот ранее даровал ему силу, а затем говорит ему, что поскольку с демонами не разобрались, это все еще опасно для него. Адук узнает, что Майк планирует найти своего друга, поэтому он решает объединиться с ним, пока это не произойдет. По дороге Атук с удивлением узнает, что Майк знаком с Лейлой, утверждая, что она была его бывшей. Майку неприятно узнать, что Лейла увлекается Фури, но затем они спускаются к реке и замечают группу людей, обсуждающих, как герой использовал свою силу для создания моста. Атук и Майк понимают, что Сори где-то поблизости, и спешат его найти. Вскоре Сори добирается до 2-го по величине города Хилина и обнаруживает, что он превратился в руины. Аура зла очень густая, и Сори уверен, что именно она вызвала чуму в этом городе, а причиной всего этого является щенок дракона. Он спешит найти Алишу, которая обслуживала пациентов в качестве медсестры. Как только они встречаются, Эндер замечает, что она красивее, чем она думала, и Алиша спрашивает, кто это сказал. «Извини», он знакомит ее со своим новым партнером-ангелом, но потом понимает, что Алиша слышала ее голос, не прикасаясь к его руке. Лейла замечает, что это должно быть потому, что его мастерство героя возросло, и теперь он тоже может передавать голоса по беспроводной сети. Какое-то время Алиша счастлива, но потом у нее начинаются резкие перепады настроения. Она впадает в депрессию и хандрит, поскольку говорит, что ни одно из ее лекарств не помогает. Она боится, что все здесь умрут, несмотря на все их усилия, и Сари говорит, что они должны что-то сделать с источником всего этого беспорядка. Внезапно он слышит рев дракончика и решает покончить с этим раз и навсегда. Сори просит Эдну не дать дракону улететь, поэтому она использует мощный барьер, чтобы сдержать его, в то время как Сори использует силу Лейлы, чтобы напасть на него. Однако дракон преодолевает барьер и улетает. Эндер понимает, что дракончик очень близок к тому, чтобы стать наставником, и как только это произойдет, он станет намного сильнее. Затем дракон атакует их своим огненным дыханием, а Сари продолжает нейтрализовывать атаки, прежде чем они приведут к разрушению. Лейла хочет, чтобы Майк чудесным образом пришел им на помощь со священным артефактом, и Сари говорит, что чувствует, что он рядом, так что им просто нужно немного продержаться. Сари летит навстречу дракону, но падает на землю и теряет свою силу. Затем дракон решает прикончить Лейлу первой, и Сари встает на пути его огненного дыхания. Однако, прежде чем атака кого-либо настигает, стрела уничтожает его, и Сари оборачивается, чтобы увидеть Майка, идущего к нему с луком и маленьким персонажем-талисманом. Лейла не теряет времени даром, заключает с Майком контракт сублорда, пропуская все условия, как и все мы, так что Сари может быстро использовать свои способности. Майк бежит к Сари, который постоянно уклоняется от огненного дыхания дракона, как раз в тот момент, когда контракт заключен. И Сари призывает свою силу и превращается в костюм Геншина номер 3. Дракон собирает всю ауру зла в округе,
чтобы начать мощную атаку, но Сари и Майк также объединяют свои силы, чтобы использовать свой последний прием – лазурный удар. Дракон выпускает в их сторону свое разрушительное дыхание, лазурный выстрел Сари пронзает атаку, и дракон погибает. В качестве бонуса он попадает в облака и также улучшает погоду. Дракон падает на землю, а Сари и Майк выходят из режима слияния. Они оба задыхаются, но затем обмениваются фирменным рукопожатием, чтобы отпраздновать свое воссоединение. Вскоре после этого они решают избавиться от остаточной ауры зла, загрязняющей городские воды, чтобы остановить распространение чумы. Благодаря водной стихии Майка они быстро справляются с очисткой канала, а затем возвращаются обратно. Позже в тот же день они делают перерыв в городской библиотеке, где Майк и Эдна ссорятся друг с другом без всякой причины. Они также встречаются с Роландом, ангелом, ответственным за защиту города, который не справился со своим долгом и даже был поглощен злой аурой. И стал тем самым дракон, который напал на город. После того, как атака Сари очистила его, он вернулся к нормальной жизни. Теперь Роланд сожалеет о том, что был некомпетентен и позволил злой ауре овладеть собой. Лейла говорит, что это не его вина, так как перед сильной злой аурой трудно устоять, и Пардон спрашивает его, каково происхождение этой злой ауры. Роланд ничего толком не помнит, но он считает, что это было что-то незначительное в первом классе. Внезапно Азак заговорил, сказав, что он видел, как многие деревни исчезали из-за таких незначительных инцидентов, в то время как он сидел на коленях у Лейлы, как последний придурок. Она берет его на руки, когда Роланд узнает, что он нормандский ангел, которых когда-то было много, но лишь немногие из них живы. Теперь все ясно. Как раз в этот момент Алиша приносит ужин и садится рядом с Саром, чтобы поесть. Она благодарит его за помощь в очистке воды, но он говорит, что это еще не завершено, потому что потребуется по крайней мере 1 год, чтобы очистить всю воду в водном цикле. Алиша все понимает, а затем благодарит ангелов за спасение города, добавив, что люди были бы счастливы снова жить рядом с ними. Сори спрашивает ее о состоянии города, и она отвечает, что хотя все еще мрачно, люди начинают понемногу улыбаться. Сори спрашивает, может ли он чем-то помочь, и после нескольких минут бесполезных формальностей она просит его помочь восстановить город с помощью припасы, присланной из Капитолия. Сари помогает разгружать припасы, а затем замечает, как Алисия предупреждает своих солдат, что любой, кто попытается монополизировать припасы, предназначенные для людей, будет сурово наказан. Эдна и Майк присматривают за ней, и она считает, что принцессе не нужно делать это самой. Однако Майк заразился симптомом болезни Пардон, и он считает, что это является частью очарования Алиши. Как раз в этот момент рыжеволосая торговка, которая помогла Пардон попасть в город, приезжает туда со своей группой торговцев. Она спрашивает Алишу, куда они могут загрузить еду, которую привезли из столицы, а затем понимает, что разговаривает с принцессой. Пока они разговаривают, Сария тоже подбегает к ним, и Алиша удивляется, что он знает рыжеволосую девушку. Она представилась как Роуз, а затем напомнила Сории, что он у нее в долгу, и она осмотрела его тело, размышляя, стоит ли ей этим расплатиться. Однако, немного подразнив Хэма и Алишу, она решает приступить к работе и начинает разгружать припасы. Вскоре туда приходит учитель Алиши вместе с рыцарем, которого они поселили во дворце, и они узнают, что канцлер Бартлоу приказал войскам выступить к буферной зоне. Зону с соседним королевством Роулинс. Алиша узнает подробности от рыцаря под прикрытием, который сообщает, что высокопоставленные офицеры получили инструкции по ведению войны. Учитель Алиши считает, что, отослав ее, Бартлоу сумел убедить всех остальных начать войну, и он планировал перекрыть поставки из вражеских деревень вблизи города. Граница и первая партия солдат прибудут туда в любой момент. Алиша решила, что она поедет к границе и остановит войну любой ценой. Соринг хочет поехать с ней, но Лейла против этого. Он спрашивает ее, почему она его останавливает, и она отвечает, что поле боя – это место, где аура зла особенно сильна и может преследовать людей целиком. Она утверждает, что Сари еще не готов увидеть, как человек превращается в демона, когда он внезапно чувствует сильную ауру зла, исходящую от человека. Демон поблизости. Когда они заходят в темный переулок, чтобы найти источник злой ауры, Сор чувствует, что это еще большее зло, чем все, что он когда-либо чувствовал. До этого и Лейла говорит, что это человек-демон. Вскоре они добираются до комнаты, откуда исходит аура зла, и Сор нервно входит в нее и оглядывается, чтобы увидеть демона в одном из углов. Лейла говорит ему сосредоточиться и увидеть его в человеческом обличии, потому что нормальные люди увидят его таким же, как они сами. Она просит прощения, чтобы очистить его, и он атакует демона своим мечом. Однако, как только он вступает с ним в контакт, ужасные воспоминания о человеке, испорченном злой аурой, проникают в его сознание, и убегающий демон отбрасывает его прочь. Сори преследует его, потому что не хочет, чтобы он сеял хаос в городе, и одним быстрым ударом он уничтожает этого человека. Мужчина возвращается к своему нормальному состоянию, но Сари получает эмоциональный урон. Лейла говорит ему, что очищение испорченного человека означает поглощение его злой ауры телом героя, а Эдна добавляет, что это самая ответственная часть работы. Узнав об этом, Саврей говорит, что его работа еще не закончена, и он идет на кладбище, где останавливается перед могилой человека, убитого человеком с дивонскими глазами. Он протыкает землю своей раной и очищает жалкую душу как герой. Затем Стори рассказывает своим друзьям о том, что он видел в воспоминаниях Ада. Он поссорился со своим братом, который напал на него, и он покончил с собой, защищаясь. Чувство вины и горя выжившего обернулось злой аурой и превратило его в демона. Лейла просит прощения, если он все еще хочет отправиться
отправиться на поле боя, несмотря на то, что знает, с каким риском ему придется столкнуться, чтобы очистить людей. И он отвечает, что именно поэтому он должен отправиться туда. На другой стороне Алиш занят подготовкой к прекращению войны. Она решает взять всех солдат, которых сможет, и пересечь горы, чтобы быстро добраться до буферной зоны и остановить их армию. Ее учитель также достал свое великолепное копье, и она планирует также помочь сестре-ученице в битве. Она счастлива и уходит, чтобы сделать еще кое-какие приготовления, но обнаруживает, что все ее охранники пропали. Внезапно ее окружают наемные убийцы, и Алиша говорит им, что у них нет на нее времени. Один из наемных убийц нападает на нее, но она побеждает его и нокаутирует, прежде чем направить свой клинок на вожака стаи, который является тем же самым наемным убийцей, который напал на нее раньше. Лидер спрашивает, что она планирует делать после того, как доберется до поля боя, и когда Алиша отвечает, что собирается остановить войну, она считает это невозможным. Алиша говорит, что даже тогда она не сможет остановиться, и твердо верит, что королевство Елены не нападет на первого. Босс ассасинов спрашивает ее, готова ли она позволить своим солдатам умирать без необходимости, пока враг атакует их первого, и Алиша колеблется, давая ассасину шанс напасть на нее. Когда ассасин одерживает верх над ней, она заявляет, что не позволит никому умереть за ее глупые идеалы, поскольку даже одна смерть – это тяжелая потеря. И Алиша приставляет лезвие к ее горлу, говоря, что готова умереть за свои идеалы. Ее слова тронули убийцу, и она отступила на шаг и убрала свое оружие. Она проходит мимо Алиши, которая говорит ей быть готовой к последствиям нападения на принцессу, на что ассасин отвечает, что она не боится казни. Однако у Алиши другие планы, и она приказывает ассасинам следовать за ней на поле боя и стать свидетелями того, как она остановит войну вместе с ней, собственными глазами. Чтобы дать лидеру лучший обзор, она срывает с себя маску и, удостоверив свою личность, просит ее помочь с едой и припасами. Ассасин раскрывает, что на самом деле она Роза, и говорит Алише, что теперь она примет ее просьбу как торговца. Перед уходом Алиша обращается к Розе с последней просьбой, прося ее остановить людей от мести за нее, если она умрет, потому что она не хочет, чтобы цикл ненависти продолжался. Роза обещает ей работать на благо мира вместо нее, если она потеряет свою жизнь, и они уходят, чтобы подготовиться к отъезду утром. На следующее утро Сори и его сопровождающие прощаются с ангелом Роландом, снова доверяя ему безопасность города, даже несмотря на то, что он испортил все дело. В первый раз он соглашается на эту работу и говорит, что теперь, когда Атук остался, чтобы помочь ему, дела пойдут лучше. Однако Элла продолжает повторять, что если это случилось один раз, то повторится и во второй, а Майк продолжает затыкать ей рот. Как раз в этот момент к нему подходит Алиша и просит прощения, если он готов уйти. Они выезжают вместе со своей армией и группой торговцев во главе с Розой, и Алиша объясняет Сори подробности войны. Она считает, что армия, возглавляемая Балтроу, направляется к бассейну, где они создадут свою базу. Она думает, что силы обеих армий будут равны примерно по 20 солдатам в каждой, и 1000 солдат на ее стороне попытаются помешать им вступить в бой. Ее учитель говорит, что в худшем случае ей, возможно, придется сражаться со своими собственными солдатами, но Алиша верит, что они ее поймут. Вскоре один из элитных охранников Алиши по имени Аян присоединяется к ней после охоты на гигантского кабана на ужин. И она слишком много говорит о своих личных делах, прежде чем понимает, что это не так. Герой ехал вместе с ними. Она подходит к нему и целует его, прежде чем заметить, что он выглядит совсем не так, как о нем ходили слухи. Сори хочет узнать о слухах, и она отвечает, что люди говорят, что недавно он убил дракона, зажарил его, а затем прогрыз дыру. Сори может только посмеяться над этим, и тогда Йен просит его подержать ее за руки. Он соглашается, и извращенка начинает стонать, заявляя, что никогда не будет мыть эту руку. Алиша ругает ее, а затем просит предоставить отчет об армии Барлы, и Аем отвечает, что ее оценка верна, и он забирает с собой 20 солдат. Ночью Алиша не может уснуть и находит Сари в той же лодке. Они отправляются на реку, чтобы поплавать, где Сари говорит ей, что если война еще не началась, он поможет ей предотвратить ее. Но если она уже началась, он не планирует этого делать. Присоединяйтесь к любой стороне. Алиша все понимает. Но когда они добираются до поля боя, то замечают, что война уже началась. Сари может чувствовать густую ауру зла за много миль, и учитель Алиши говорит, что сейчас нет способа остановить войну. Однако Алиша демон, который хочет поговорить об этом с генералом, и если он не послушает, она планирует захватить его в плен. Она ведет свой отряд сквозь густой туман, где вражеские лучники открывают по ним огонь. Солдат погибает, пытаясь защитить Алишу, но затем Аян берет инициативу в свои руки и убивает вражеских лучников 360 выстрелами в голову без прицела. Учитель Алиши решает остаться здесь на случай, если появятся еще враги, поэтому Алиша и Роуз отправляются в лагерь генерала. Они входят в крепость, где генерал застигнут врасплох, увидев принцессу в зоне боевых действий, и она приказывает ему немедленно отправить посланника в лагерь генерала. Вражеский лагерь, чтобы подписать перемирие. Однако генерал отказывается подчиниться королевскому приказу и утверждает, что Бартлоу приказал ему выиграть войну любой ценой. Он приказывает рыцарю захватить Алисию и при необходимости ранить ее, но тот не может противостоять Алисии и мгновенно проигрывает. Генерал расстроен и приказывает всем своим рыцарям атаковать принцессу одновременно, а Роза говорит ему, что это не очень хорошая идея. Он говорит, что такая девушка, как она, должна быть только на кухне, а не в зоне боевых действий, что раздражает обеих девочек, и они выбивают корабль из игры. Рыцари. Генерал не может смириться с тем,
тем, что его люди проигрывают двум девушкам, и приказывает им убивать в случае необходимости. Алиша запрещает Роуз убивать кого бы то ни было, даже если они будут подавлены. Однако Роуз больше не может сдерживаться и нападает на рыцаря с намерением убить его. Но Алиша блокирует ее атаку, потому что не хочет, чтобы кто-то умирал. Однако один рыцарь пользуется этой возможностью, чтобы нанести ей удар в спину, и она падает. Найк, который наносит ей удар, теряет рассудок из-за чувства вины, но генерал приказывает ему закончить работу. Он колеблется и отступает, но другие рыцари собираются рядом с Алишей и Розой. Роза говорит им, что за это будут последствия, и когда она кричит рыцарям, чтобы они держались подальше, сильный порыв ветра уносит их прочь. Девочки недоумевают, что происходит, а потом понимают, что им помогает ангел. Роуз прислоняет Алисию к колонне и извиняется за то, что она не может выполнить свое обещание не прибегать к насилию. Она демонстрирует свои акробатические способности и перепрыгивает через всех рыцарей, чтобы добраться до генерала, который пытается поймать ее, но промахивается. Роза приставляет нож к его шее, приказывая рыцарям бросить оружие, потому что если они этого не сделают, их генерал погибнет. Пока Алиша по-своему борется за мир, Сари поднимается на возвышенность, откуда ему видно все поле боя. Когда обе стороны убивают друг друга, их злая аура принимает форму демонов, и Сари решает остановить их. Он выскакивает на поле боя, и все солдаты останавливаются, как только видят его. Сари атакует солдат с обеих сторон, и благодаря своим героическим способностям ему удается очистить тех, кто превратился в демонов, не убивая их. Это сильно сказывается на его психике, поскольку жестокие воспоминания о его жертвах всплывают в его сознании. Он падает на колени и говорит, что аура зла, проникающая в его тело, слишком велика, чтобы он мог с ней справиться. Но несмотря на это, он не сдается и бросается вперед, чтобы очистить еще больше солдат. Он переодевается в свой огненный костюм и сжигает демонов, но затем солдаты Роланда стреляют горящими снарядами из своих катапульт. Сари переодевается в водный костюм и сбивает их катапульты с помощью лука, который ему дал Мик. После этого он переходит в режим земли и изо всех сил ударяется о землю, что делает ее непригодной для ведения прямого боя. Он наносит удары по демонизированным людям, и вскоре остается только несколько демонов, которых нужно очистить. Он использует силу Майка и свой особый прием царства стрелы, чтобы очистить всех оставшихся врагов сразу. Как только он это делает, Сари падает, потому что израсходовал слишком много энергии. Его ангелы выходят из его тела и восклицают, что они закончили войну, но затем Сари внезапно чувствует ауру зла, исходящую с другой стороны. Он бежит в указанном направлении, спотыкаясь, много раз падая по пути, но вскоре он понимает, что война еще далека от завершения. Однако большая опасность находится за их спинами, и когда Сури оборачивается, он обнаруживает злую ауру, какой никогда раньше не видел. Ангелы также ошеломлены, так как говорят, что никогда раньше не видели такой злой ауры, и задаются вопросом, что за монстр ее вызывает. Пардон, он может сказать, что это злая аура человека, но он не может видеть, кому она принадлежит. Все подсказки указывают только на одно, и Лейла заявляет, что это должно быть повелитель бедствий, заклятый враг героя. Как раз в этот момент гонец из армии Хайленда объявляет о прекращении огня, потому что Розе удалось связаться с генералом. Однако повелитель бедствий и его слуга недовольны тем, что война закончилась так быстро, потому что они еще не получили всю необходимую им ауру зла. Сари устремляется к повелителю бедствий, а его друзья-ангелы следуют за ним. Финального босса окружает гигантская аура зла, и Сари задается вопросом, возможно ли вообще очистить такого парня, как он. Именно в этот момент он видит фигуру своего врага в облаке злой ауры и бросается к нему. Сори заявляет, что он очистит гориллоподобного повелителя бедствий, который насмехается над ним, прося его проявить себя как героя. Сори нападает на него, но злодей останавливает его атаку, показывая ему проблеск своей человеческой формы, прежде чем отбросить его прочь. Ангел окружает Сори, и он заимствует их силы одну за другой, чтобы атаковать злодея. Однако он защищается от огненного меча, используя барьер, отклоняет водяные стрелы, а когда Сори пытается поразить его ударной волной через землю, он парирует своими энергетическими взрывами и отправляет его в нокаут. Лечу. Прости, но ангелы ранены, а затем злодей рассеивает свою ужасающую ауру зла, чтобы показать сотни демонов, которые наводнили поле боя. Прости встает, чтобы сразиться с ним еще раз, но Лейла говорит ему, что они еще не готовы к этому. Однако повелитель бедствия не оставляет ему выбора, приказывая всем демонам направиться к нему. Демоны объединяются в массу чистой злой ауры, и злодей посылает их к Сори, чтобы проверить, сколько он сможет вынести. Сори блокирует злую ауру, пока злодей произносит монолог о том, что человеческая злая аура является сильнейшей силой в мире. Сори уничтожает злую ауру, и тогда демоны мгновенно нападают на него. Он сопротивляется, но у него довольно быстро заканчивается выносливость, и злодей говорит ему, что он ничего не может изменить. Сори встает и заявляет, что не остановится, пока не очистит мир от ауры зла, и тогда он снова сблизит людей и ангелов. Прикрываемый своими друзьями, он вскакивает и снова начинает очищать демонов. Ему нелегко бороться с демонами, в то время как злодей и его помощник продолжают свой злобный монолог. Однако с повелителя бедствий уже достаточно, и он не хочет сразу расправляться со своим заклятым врагом. Он решает уйти, но не раньше, сказав герою выжить в этой битве и стать достаточно сильным, чтобы дать надежду всему миру. Он хочет сокрушить Сори, когда весь мир зависит от него, поскольку это создаст самую сильную и обширную ауру зла. Он исчезает, а его помощник следует за ним.
Сора находится на грани срыва после долгой борьбы, когда друзья-ангелы приходят поддержать его, говоря, что даже если они не могут очистить демонов как герой, они все равно могут рассеять их. С другой стороны, учитель Алиши и другие рыцари пытаются вылечить ее, но ее состояние слишком тяжелое. Однако даже в этом случае Алиша беспокоится только о том, чтобы остановить войну. Роза не хочет, чтобы она умерла, и она спешит за Сари, надеясь, что герой сможет спасти ее. Она мчится на поле боя и берет на прокат лошадь, чтобы найти его, но затем внезапно слышит голос ангелов, которые ранее защищали ее и Алисию. Она, кажется, не очень любит его, но следует его указаниям, чтобы найти Сори, который наконец-то справился со всеми проблемами. Демоны. Как только Са возвращается к Розе, выживший демон неожиданно нападает на него. Однако новый ангел связывает его своими цепями, давая Саре шанс прикончить его. Он говорит герою, чтобы тот пока не умирал, потому что ему еще многое нужно сделать. А потом Роуз рассказывает ему об Алише. Сор бросается к ней и исцеляет ее, думая о первой встрече. Спустя долгое время она наконец просыпается, и они болтают о том, как они благодарны друг другу за встречу. Сори рад, что первым человеком, которого он встретил, была такая, как Алисия, потому что это заставило его еще больше поверить в свою мечту. После этого Алисия заявляет, что планирует вернуться в столицу, потому что ее главная роль как принцессы этой страны заключается в том, чтобы убедиться, что нет никакой возможности о войне. Она планирует стать более активной в политике, так что подобное больше никогда не повторится. Прости, тогда он говорит ей стать его рыцарем, потому что так они смогут стать сильнее вместе и защитить друг друга. Алиша говорит, что ей бы тоже этого хотелось, и прости просит Лейлу провести церемонию. Она просит его дать Алише новое имя на древнем языке после церемонии, чтобы завершить контракт, а затем начинает декламировать стихотворение о круговороте жизни. На Алишу опускается магический круг, и Сари дает ей латинское или греческое имя, передавая ей частичку своей силы. Алиша благодарит его за эту силу, а затем она растрогана до слез, когда оборачивается и впервые видит 3 ангелов. Они разговаривают всю ночь, а на следующее утро Алиша и ее группа готовятся к отъезду. Алиша и Сари желают друг другу долгого прощания, и Роуз подходит к ним и просит снять комнату. Когда Сари тоже прощается с ней, что-то внезапно нападает на него и отправляет в полет. Сари встает и видит рыцаря Деми, который спрашивает, как он посмел лишить его военных подвигов. Алиша узнает, что голос принадлежит генералу, и удивляется, когда он стал таким уродливым. И он заявляет, что отрубит ей голову и докажет канцлеру, что он больше, чем кто-либо другой, полезнее для нации, чем она сама. Лейла объясняет, что он превратился в демона, а Роуз говорит Сори, что он тот идиот, который причинил боль своей девочке. Сори в ярости и достает свой меч, несмотря на предупреждение Лейлы о том, что он не должен поддаваться гневу. Она пытается остановить его, но Сори просто отталкивает ее в сторону, говоря генералу, что такие люди, как он, являются обузой на земле. Его друзья боятся, что такими темпами его поглотит злая аура, но Сори упорствует и очищает генерала, не лишая его жизни. Алиша благодарит его за помощь и заявляет, что генерал предстанет перед судом, как только они доберутся до Капитолия, а Майк хвалит Сори за то, что он контролирует свою жизнь. Ярость. Вскоре они прощаются с принцессой, а затем Роуз подходит к Сори, напоминая ей об одолжении, которое она должна сделать. Она хочет, чтобы ей отплатили сейчас, и оба, Майк и Эдна, согласны, что она замышляет недоброе. Роуз просит Сори сопровождать ее в ее торговой поездке к Роланду, потому что она имеет дело с некоторыми хитрыми клиентами, и присутствие героя. Ангелы не видят в этом никакой проблемы, и Сори соглашается помочь Роуз. Она счастлива, но затем снова украдкой подходит к Сори и шепчет, не видит ли он того чудака, который приходил с ней вчера. Сори говорит, что ангел по имени Дезель отдыхает на крыше кареты, и он объявляет о своем присутствии, немного подшучивая над Розой. Ангелы думают, что с ним будет весело путешествовать, и тогда Сори идет вперед, прося своих друзей следовать за ним, потому что их работа – это всего лишь начинаем. Вскоре они делают остановку для Розы и ее группы торговцев, чтобы купить немного трав. После того, как она узнает, что они продают краденые товары, она противостоит им и сбивает их всех с ног, не прибегая ни к чьей помощи. По ночам ее друзья пьют травяной чай, в то время как Сари тренируется со своими друзьями. Лейла окружает его огненным кольцом, говоря ему, что хотя негативные эмоции не видны, они существуют и порождают ауру зла. Роль героя заключается в том, чтобы принять эту ауру зла и вместо этого добиться прощения. Она атакует сожаление огненным кольцом, а он пытается представить, как очищает его. После этого Майк присоединяется к тренировке, говоря, что злая аура создает противоречие, как если бы огонь сочетался с водой. Он объединяет свои силы с Лейлой, и когда они вместе нападают на Сури, ему кажется, что повелитель бедствий снова нападает на него. Он беспомощен перед этим, и его друзья понимают, что он все еще не готов. Как раз в этот момент к нему подходит Роза и спрашивает, тренировался ли он с огнем и водой. Сари говорит ей, что он пытается развить свои способности распознавать свойства злой ауры и способы противодействия им. Роза впечатлена, но она видит хорошую возможность для бизнеса и говорит Сори, что он может устроить шоу, путешествуя по миру, и люди с радостью заплатят ему. Сори просто отшучивается, а затем Роуз говорит ему немного отдохнуть, так как утром они доберутся до места назначения. На следующее утро они добираются до торговой столицы Роланда, которая довольно оживленная. Роуз отвозит Сори в свой головной офис, который
представляет собой полноценный супермаркет, где продаются всевозможные товары. После этого она ведет его на склад, где к Роуз подходит старик по имени Мэвин. Она приветствует его, пожимая руку, и после того, как он успешно уклоняется от ее атак, дарит 2 нефритовые статуэтки, которые он нашел в каких-то руинах неподалеку. Сори и Майк осматривают статуэтки, прежде чем Мэвин поприветствует его. Роуз говорит, что Мэвин – исследователь и рассказчик историй, которому больше 100 лет. Как раз в этот момент группа местных фермеров и охотников прибежала к Роуз, чтобы заключить с ней сделку. И после того, как она закончила с ними, она поняла, что пропал один из ее постоянных дилеров. Позже она извинилась за дилера по имени Гленн, который был чудаком, но много знал о легенде о герое. Так что она хотела познакомить его с извинением и получить большую скидку, познакомив его с нынешним героем. Как раз в этот момент Сергей, капитан рыцарей Роланда, приходит туда с ордером на арест извиняющегося. Он просит его рассказать подробнее, и Сергей отвечает, что увидел его силу на поле боя несколько дней назад. И страна не может позволить такому могущественному человеку разгуливать на свободе. Роуз спрыгивает вниз и встает на защиту Сори, говоря капитану, что Сори – герой, который закончил войну, никого не убив. Она напоминает ему, что он не имеет права арестовывать его без надлежащей процедуры, но Сергей не преклонен. Он даже готов извиниться, если до этого дойдет, но прежде чем Роза успевает сказать что-либо еще, Мэвин отвлекает ее. И люди, находившиеся на складе, приводят капитана лицом к лицу. Встреться лицом к лицу с героем. Позже Мэвин выступает посредником между ними и приглашает их выпить, рассказывая Саре историю о 2 нефритовых статуях, которые должны остановить все драки вокруг них. Сари поднимает статуэтку и обнаруживает, что она неестественно тяжелая. Он задается вопросом, не потому ли это, что это реликвия эпохи мифологии. Мавин смеется над его любопытством, а потом говорит, что из него мог бы получиться прекрасный исследователь. Затем Сари спрашивает, знает ли он что-нибудь об очищении дракона, но старик понятия об этом не имеет. Однако он утверждает, что однажды встретил предыдущего героя, который рассказал ему кое-что интересное. Предыдущий герой сказал, что плохие мысли есть в сердце каждого, в том числе и в его собственном, и он подумал, можно ли это тоже назвать злой аурой. А еще он хотел бы знать, порождает ли неизбежное зло злую ауру. Короче говоря, вопрос о злой ауре смутил его больше, чем американцев смущает их гендерная принадлежность. И даже у Сори нет ответа на его вопросы. Сергей делает большой глоток алкоголя и прерывает их философскую дискуссию, и видя, что он напивается, Сори решает уйти. Он замечает, что Роза уходит, как только он приходит, и спрашивает об этом ангела ветра Дазла. Он говорит, что герою не стоит беспокоиться о ней, потому что он все равно собирается защитить ее. Роуз присоединяется к своей команде убийц, которые сегодня собираются расправиться с епископом, и вскоре ее команда берет церковь под свой контроль. Они арестовывают епископа и допрашивают его о растрате государственных средств и принуждении свидетелей к молчанию. Он колеблется, говоря, что не убивал его, но Розе нужно было услышать только его показания, и она быстро избавилась от него. Сари видит, как она возвращается со своей второй работы поздно вечером, а утром он застает ее за делами, как будто она никого не убивала. Вчерашний мужчина. Вскоре после этого они завтракают, и Роуз признается, что ангелы немного пугают ее. Затем Сари спрашивает ее о человеке по имени Гленн, и она планирует нанести ему визит во второй половине дня, поскольку он еще не связался с ней. Когда они приступают к еде, Роуз замечает Сёрджи, который пришел извиниться за вчерашнюю стычку. Она немного подразнивает его из-за цветов, а затем приглашает на завтрак. Теперь он чувствует себя немного спокойнее рядом с Сори и с удивлением узнает, что такие существа, как драконы, демоны и ангелы, действительно существуют. Он говорит Сори, что прошлой ночью скончался епископ, так что его люди разбираются с этим делом, пока он здесь, чтобы присмотреть за героем. Как раз в этот момент один из его людей приходит туда и говорит Сержи, что рядом с церковью произошел взрыв, в результате которого образовалась глубокая яма в земле. Сержи уходит, чтобы разобраться с этим, а Майк говорит Сари, что они должны помочь. Сури говорит Сергею, что спонтанный взрыв мог произойти из-за злой ауры, и он вызвался помочь. Перед этим подчиненный Сержа сказал ему, что епископ скорее всего был убит, а история о том, что он умер от болезни, была фальшивкой. Он потрясен, но продолжает выполнять свой долг и посещает место взрыва. Сари находит глубокую дыру, образовавшуюся в результате взрыва, и от нее исходит зловещая аура. Он входит в нее, чтобы узнать больше подробностей, а Сергей следует за ним. Дыра ведет их в подземную канализацию, где Сарей просит Лейлу создать свет. Сергей сбит с толку, когда видит ангельскую магию, и Сарей просит его следовать за ним. Вскоре они достигают места, где аура зла становится более интенсивной, а незавершенные демоны повсюду. Майк предлагает им провести здесь ритуал очищения, а Сори велит Сергею отойти в сторону. Они очищают воду, и все незавершенные демоны мгновенно очищаются. Однако истинный источник злой ауры находится впереди, и Сори узнает от Сержа, что водный путь ведет к собору. Он понимает, что это место похоже на подземные руины, которые они посетили в Ладилаке, и злой Аро появился из-за скрытых здесь злодеяний. Они идут вперед и заходят в тупик, и некоторые рыцари церкви просят их вернуться.
потому что территория перед ними закрыта для посторонних. Посетители. Рыцари узнают Сергея, но несмотря на это, они не пропускают его. Сергей не может так просто затеять с ним драку, поэтому он решает отступить, но теперь он согласен с Сори, что здесь происходит что-то подозрительное. Он рассказывает, что в их стране не все хорошо, и недавно церковь начала расширять свое влияние, и даже основала оно само может распоряжаться. Однако Майк считает, что несмотря на то, что состояние Роланда такое же, как и у Елены, здесь нет дракона. Сурей спрашивает Сергея, случаются ли какие-либо стихийные бедствия в их стране, и единственное, о чем он может думать, это о бесконечном правлении в столице. Сурей считает, что это вызвано злой аурой, поэтому он решает нанести визит в столицу позже. Они выходят из пещеры и обнаруживают капитана рыцарей церкви, который наставляет на них меч и спрашивает, что они делают на его территории. Сергей говорит Саре, что Груман – лидер рыцарей, которые только что остановили их под землей. Руман хочет знать, что они делали под церковью, но Сергей отказывается ему отвечать. Тем временем Роуз посещает дом своего друга Гленна и узнает, что он пошел в церковь, чтобы починить кое-какую мебель, но так и не вернулся. Роуз понимает, что епископ и его банда убили его, и она в ярости. Она хочет отомстить, но ее ассистент останавливает ее, говоря, что она поклялась сдерживать свои эмоции, когда решила работать наемным убийцей. Роуз не хочет сидеть сложа руки, и тут рядом с ней появляется Дисил и спрашивает, не нужна ли ей его помощь. Она слышит только его и наконец понимает, что голос, который она всегда слышала, был не ее воображением, а голосом ангела. Дисил говорит, что все это время наблюдал за ней и верит, что она поступила правильно. Вот почему он хочет преподать урок жадным прихожанам церкви от ее имени. Роуз принимает его предложение, но прежде чем она успевает поставить какие-то условия, Дезл исчезает как ветер, и она решает отправиться за ним в погоню. Он на полной скорости бежит к церкви и использует свои силы, чтобы создать там разрушительный торнадо. Сари и его друзья замечают разрушительный торнадо и видят Розу, бегущую прямо к нему. Они решают преследовать ее, и Эдна использует свою силу, чтобы вывести из строя всех рыцарей. Грут выживает после ее нападения и хочет остановиться, но Сергей встает у него на пути, говоря, чтобы он пропустил спасителя вперед. Ангелы говорят Шри, что если Дисил продолжит причинять вред окружающим его людям, его поглотит злая аура. Они хотят разобраться с ним и просят Сори позаботиться о Розе вместо него. Сори добирается до нее, и в то же время его друзья добираются до Дисила и спрашивают его о причинах его действий. Он отказывается им что-либо говорить и говорит, что если они здесь, чтобы остановить его, он просто разнесет их в пух и прах. Он посылает в их сторону сильный порыв ветра, но Эдна блокирует его, используя каменную стену, а Майк начинает контратаку с помощью копий сосулек. Роза также чувствует присутствие сражающихся ангелов, хотя и не может их видеть, и Сори спрашивает ее, почему Дезел это делает. Она не может сформулировать правильный ответ, а затем внезапно огромный огненный шар начинает поглощать торнадо. Лейле удается преобразовать сильное давление ветра в огненный шар, который взрывается и наносит церкви больший ущерб, чем торнадо. Несколько камней летят в сторону Розы, и Дезел защищает ее, прежде чем вернуться и сразиться с Лейлой. Однако она блокирует его атаку и показывает свою истинную силу, создавая гигантский огненный шар и посылая его в него. Дисил каким-то образом выживает после сильного взрыва с помощью своего ветрового барьера, а затем Роза кричит ему, чтобы он остановился. Он принимает ее слова и сдается. Позже Сор спрашивает его, почему он напал на церковь, и он отвечает, что это было наказанием за их грехи. Дезел начинает со своей предыстории, рассказывая, что однажды он путешествовал вместе с бандой головорезов и проникся симпатией к их лидеру. Лидер был мастером на все руки, от ведения бизнеса до убийства людей, но он всегда сражался за слабых и беспомощных. Однажды он нашел юную Розу и усыновил ее. Она получила хорошее воспитание и стала уважаемым человеком, как и ее приемный отец. Дизл наблюдал, как она росла, и она ему нравится настолько, что он делает все, что она от него хочет. Именно в этот момент Рубен и его рыцари находят их, и Сори отправляется к нему, чтобы решить все мирным путем. Рубен первый спрашивает его, что произошло в церкви, но Сори выдает ему несколько загадочных цитат, которые он вычитал в дешевой книжке. Он узнает, что рыцари церкви взяли Сергея под стражу, и Грубман хочет, чтобы герой помог их стране. Сори спрашивает его, действительно ли страна нуждается в его помощи, или церковь хочет бороться против королевской семьи. Он даже предлагает третий вариант, что им может понадобиться его помощь в войне, но он отказывается делать что-либо подобное. Однако он соглашается посетить их столицу и посмотреть, что там происходит, прежде чем сбежать. Грубен хочет поговорить с ним подольше, но Эна воздвигает между ними стену, потому что ей не нравятся мужчины с хвостиками. Позже друзья Сари спрашивают его, что он планирует делать, и он отвечает, что хочет, чтобы люди этого мира жили счастливо бок о бок друг с другом, прежде чем они смогут, будьте готовы жить с ангелами. Он считает, что сейчас в мире слишком много конфликтов, которые являются основной причиной появления ауры зла, и он хочет встретиться с как можно большим количеством людей, чтобы лучше понять это. Вскоре они возвращаются в свое жилище и встречают там Мавина, который ждет героя, прежде чем он отправится в очередное путешествие. Он рассказывает историю о вопросе предыдущего героя, который хотел узнать, может ли неизбежное зло также быть источником злой ауры. Мэвин дает ответ, к которому он пришел, и говорит, что самое важное в вопросе о добре и зле – это честность. Он верит, что те, кто честен в своих намерениях и действиях, могут держаться подальше от ауры зла, даже если им придется сделать какой-то уступчивый выбор. Мэвин
Мэвин уходит с этими словами, и Сори благодарит его за ответ. Когда они смотрят на город, ангелы говорят Сури, что он всегда был честен в своей жизни, и именно поэтому они последуют за ним, куда бы он ни пошел. Энна говорит, что она следит за ним только из-за контракта, который напоминает Лейле об Алише. Она говорит Сури, что благодаря контракту он может связаться с Алишей и услышать ее голос. Сури пытается сосредоточиться, но у него пока недостаточно навыков для этого, и он не может связаться с ней. Ему интересно, как у нее дела прямо сейчас, и ответ совсем нехороший. Алиша и ее команда рыцарей подверглись нападению солдат Балтра, и они ведут тяжелую битву, пытаясь спасти свои жизни и при этом никого не убить. Они подавлены, и многие солдаты Алиши жертвуют своими жизнями, чтобы обеспечить ее безопасность. В конце концов, ей удается укрыться у оставшихся солдат в одном из ее любимых мест в детстве. Вскоре приходит Йен и сообщает, что группа под командованием ее учителя также была арестована солдатами Балтра за нанесение ущерба национальным интересам, и они охотятся за жизнью принцессы. В то время как ее солдаты в ярости из-за этого, Алишу переполняет чувство вины. Она верит, что несмотря на то, что ее действия по прекращению войны были оправданы, она привела многих хороших людей к гибели. Когда она размышляет о том, что ей следует делать, она видит видение сожаления, говорящее ей, что они должны стать сильнее вместе. Алиша находит силу и вдохновение в его словах и говорит своим солдатам следовать за ней еще раз, потому что теперь они будут штурмовать Капитолий и заберут то, что принадлежит им по праву. Пока она готовится к борьбе с поджигателями войны Бартлоу в своей стране, Сори готовится посетить столицу Роулинса, чтобы разобраться со своим вечным правлением.